Я приветствую вас, представители знака зодиака Скорпион. Таро расклад. Узнай будущее. Прогноз Таро на полгода, на первое полугодие 2025. Давайте узнаем, на пороге каких событий вы стоите или на пороге каких новостей. Будем, конечно, милосерднее к самим себе. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема, а полгода – это не такой уж и большой срок. По сути дела, это ближайшее будущее, которое мы уже планируем сегодня. И мы с вами достанем 6 карт. По одной карте на месяц. И будем рассматривать карты с позиции позитивной психологии. Поможет нам в этом колода добра, которую создала великолепный художник, психолог, таролог с большим стажем Колет Барон Рид. И вторая у нас есть колода. Если нужно будет, мы дополним значение первой колоды. Итак, 6 карт. Первая у нас будет символизировать энергии января. И хоть этот месяц уже в разгаре, но тем не менее, события до конца месяца января. Давайте заглянем в будущее через карты Таро. Итак, события будущего на январь. События будущего на февраль. Март месяц. Что же спешит вашу жизнь? Или что изменится? Каким будет апрель? Май для вас, скорпионы. И какие энергии будут в июне для вашего знака зодиака. Итак, у нас уже готовы все карты на полугодие. И давайте узнаем, что же январь. Ну, такое прямо многообещающее может быть для вас финал января или продолжение какого-то дела. Это самые разные позиции, это ваша, может быть, сила. И то, что вы хотите, к примеру, построить карьеру, добиться определенной должности, добиться успеха в бизнесе. Самые разные планы. Для кого-то карта будет символизировать, что много согласований у вас будет в январе, высокие инстанции, может быть, придется разговаривать с высокими чиновниками или с теми людьми, которые имеют рычаги влияния, и одновременно с ними договариваться. Для кого-то из вас это может быть личная жизнь, и вот такой дома, несговорчивый император, и тем не менее с ним как-то нужно провзаимодействовать. Это карта статуса, поэтому для кого-то отношения перевести на новый уровень. Вот такое тоже может быть. Должна сказать, что мудрый император, он как раз ставит перед собой цели и готов где-то корректировать мелкие планы, чтобы цель была достигнута. Поэтому для кого-то как раз рокировка некоторых планов может совпадать в январе, потому что обстоятельства сложились определенным образом. Или какие-то приняты законы. Ну вот, видимо, все равно отталкиваемся мы от какой-то системы иерархии. Кстати, не идем против нее. Мы соглашаемся скорее. И даже если мы что-то не можем изменить, ну, значит, найти какие-то альтернативные возможности, тем не менее, вы сумеете. Потому что это ваша сила ведь тоже. Ваша сильная позиция, мои дорогие скорпионы. Давайте посмотрим, что же за энергии февраля. Семерка воздуха. Вот здесь важно что-то как и не прошляпить, так и где-то уметь договариваться. Карта будет говорить нам как раз о том, что гибче, хотим мы или нет, но быть придется. С одной стороны, именно в этой колоде это карта независимости. Жить по своим правилам, не удовлетворять чужие ожидания. Но это еще и карта дипломатии и, как я сказала, гибкости. Договариваться придется. Пусть в других колодах нам говорят семерка воздуха или семерка мечей, называют еще картой вора. И вот, может быть, тут не про воровство вовсе, мы смотрим с позиции позитивной психологии, но ты можешь, как будто скорпион, что-то упустить, если будешь настаивать на своем. Независимость приходит по этой карте именно через договоренности. Девушка изображена, обратите внимание, самые разные птицы. И у нее нет какого-то дисбаланса, нет дискомфорта. Может быть, для кого-то из вас как раз, ну, как провести какую-то добрую линию взаимоотношений даже с теми людьми, с которыми и не хочется видеться точнее, или с которыми сложно договориться, вот как этот император. Но именно позитивных энергий больше, потому что вы можете сами прийти к выводу, с кем я, ну, где-то не настаивал, мне как раз проще на последующий раз встретиться и обсудить какие-то вопросы, проблемы. Где-то об этом нам хочет передать карта. Ну, давайте вот теперь
Мы раскроем, с чем это может быть связано. Гибкость, когда мы никому ничего не доказываем, просто остаемся на своей волне, но где-то действуем хитрее, прямо так вот скажем, что это могут быть за ситуации и события. А вот смотрите, какая-то история, у кого-то из вас это будет связано, может быть, с согласованиями важными. Значит, пауза может быть где-то в феврале, и правда не в ваших силах будет ускорить. Но от того, как вы договоритесь, или как увидите с нового ракурса какую-то проблему, или ваше намерение, цель, будет зависеть конкретно результат. Правда, договариваться придется, чтобы завершить, ну, какую-то и даже паузу. А у вас на кону любовь, для кого-то, правда, личная жизнь. Может быть, ну, прежде вы где-то имели свою точку зрения или очень хотели, чтобы именно все было четко по-вашему. Здесь вы можете в феврале тоже прийти к выводу, тому, что, ну, конфронтация или какая-то сепарация – это только иллюзия. Здесь проще именно договориться. Где-то об этом нам говорит карта. Двойка кубков – это, конечно, про любовь. У кого-то примирение может проиграться. Или встреча с важным человеком, но, может быть, поначалу вы не нашли общий язык. Ну, значит, найдете, если захотите, мои дорогие скорпионы. Нет ничего невозможного для вас. Но и также не только про личную жизнь нам может говорить карта, а про другие партнерские отношения в сфере ваших достижений или вашего личного дела, творчества или конкретно по работе. Именно какие-то договоренности. Это в этом ваша сила. Давайте узнаем, что же у нас на март. Королева воздуха. Красивая карта, мне она очень нравится. Обратите внимание, сова сидит на плече у нашей королевы, и это карта интеллектуала и мудрых решений. Вот что тут добавить. Но карта еще и когда мы слушаем интуицию, и когда подмечаем все, находим выход из любой ситуации. В этой колоде карт королева воздуха – это сильная самооценка и мудрые решения. Где-то проходит даже красноречие. Ну, тогда примем во внимание, что это может быть проявлено как ораторское искусство в каких-то более таких позитивных энергиях. Давайте достанем пару карт, что нам скажут карты. Вот такие качества вам необходимы. Необходимы для того, чтобы самому разобраться, не повторить какую-то прежнюю, может быть, ошибку. Кстати, иллюзорный успех карта. С одной стороны, когда мы можем топтаться в нерешительности, так и не знаем, что же выбрать. С другой стороны, все же это иллюзорный успех именно в этой колоде. И не повторить какую-то зависшую ситуацию, я так вижу, будет для вас важно. А как раз найти выход нам только о выходе или о каком-то продолжении, расставить все по местам. Можно ничего больше мне не тянуть, выпадает ваша карта, я всегда говорю, как маг выпал, для скорпионов это ваша карта. Все то, что вы задумали, у вас получится. Но в несколько других энергиях. Карта тогда будет подтверждать все то, что я сказала. Когда выпадает, кстати, карта мага, тут будет очень важным самому себе не притянуть неправильных мыслей. Помним, что мысль материальна, она определяет наше буквальное существование. И то, что мы думали вчера, мы имеем на сегодняшний день. А то, что мы думаем сегодня, это будет как построение нашего будущего. И когда выпадает карта мага, не добавляйте себе каких-то сомнений, не добавляйте, может быть, некоторой иллюзорности, и с другой стороны, не добавляйте негатива какого-то, не вспоминайте то, что было прежде. У нас совершенно другая эпоха. Наверное, для всех нас задача на первое полугодие 2025 – это суметь перестроиться. И у нас год змеи по восточному календарю, а змея мудрая, вот как раз какие-то мудрые решения, может быть, в новом контексте, с какими-то новыми способами взаимодействия с людьми. Может быть, вы будете менять даже свой социум, мои дорогие скорпионы, но для вас нет ничего невозможного. И какие бы ни были тут поставлены задачи, и какие бы ни были у вас намерения, правильно приложенные усилия, продуманность где-то, мудрость, спокойствие вам поможет избежать как и ошибок, так и достичь вашего пьедестала, который лично вы наметили. Что же у нас на апрель? Императрица, благополучие. А ведь правда у кого-то личная жизнь. Астрологически для вас 2025 год – это время, то время, когда вы можете даже так подумать, а ведь я никогда так не жил.
Вы знаете, вы будете настолько невозмутимы, спокойны, правильно оценивать обстановку, действительно мудрые решения принимать. Скорпион видит на пару шагов вперед. В 2025 году может по максимуму проявиться ваша сила, ваши таланты и, что немаловажно, ваша интуиция во благо вам самим себе. Поэтому слушайте подсказки своего шестого чувства. Я об этом говорила. Для вас нет ничего невозможного. И, может быть, для кого-то из вас, кстати, личная жизнь будет открывать совершенно новые горизонты, новые грани чувственности, новые грани взаимоотношений. Но это может быть не совсем просто. Император и императрица– это два самодостаточных человека. И договориться бывает очень сложно. Но с простыми людьми неинтересно, а со сложными только так и бывает, наверное, так где-то. Поэтому проявите все мастерство где-то вашего красноречия, красивого такого ораторского искусства. Правда, будет с кем-то договориться очень важно, может быть, не разрушить какой-то союз. Может быть, вот эти договоренности по части вашего благополучия, и карта императрицы ведь и о благополучии в целом. Это как символ нового «я» еще на ваши последующие достижения, например, или на ваши самые невероятные планы, когда вы их сумеете воплотить в жизнь. Посмотрите, император, императрица, маг. Какую сферу жизни не возьми, у вас все может быть в плюс. Но самое главное– рычаги влияния, правильное взаимодействие, правильный диалог построить. И все, что захочет Скорпион, он получит. Давайте посмотрим май. Тройка огня, карта будущего. Карта новых свершений, карта новых планов. Но по этой карте мы тоже никуда не торопимся. Опять же. Потому что мы должны проанализировать, все ли у нас в это будущее мы как взяли с собой, в нашу копилку успеха сложили. Где-то можем мы от чего-то отказаться в мае. Причем сделать это совершенно легко. Если раньше было сложно, теперь вы себе скажете, ай, нет, ну и бог с ним, и мне это и не надо. Вам настолько будет легко уходить от того, что прежде вас, возможно, ставило в тупик, или больно ранило, или цепляло где-то за слова, может быть, даже это было связано с конкретными людьми. А теперь вам это будет тоже все равно. Вот какое-то здоровое равнодушие вам правильно помогает определить, или точнее помогает определить правильные свои позиции и планы на будущее. Всегда тройка огня– это тоже расширение наших возможностей, какие-то достижения и, что немаловажно, продолжение, расширение горизонтов, расширение вашей мечты или планов, или возможностей для достижений. Мне нечего добавить, всячески позитивные энергии, и причем это все по нарастающей продолжается. Давайте посмотрим на июнь. Вот по девятке воздуха, видимо, будет какая-то перезагрузка у вас в июне, когда еще раз вы можете столкнуться с тем, что вам как раз какой-то правильный диалог помогает с кем-то договориться. Может быть, вы как раз столкнетесь с таким переходным моментом. В этой колоде карт нам говорит переход от самоосуждения к самосостраданию. И я говорила, будем милосерднее к самим себе. Может быть, вы как раз подведете итог, что спокойно жить– это более счастливо. Я отстраиваю новое качество из своей собственной жизни. Вы к себе будете добрее в июне, мои дорогие скорпионы. Не будете тебе перед собой ставить каких-то догм или того, что в реальной жизни не существует, а мы рассматриваем с позиции «я должен». Вот бывает такое. Но есть и такой пункт именно в этой карте. Помните, что страх искажает реальность. Поэтому чего-то перед чем-то не цепенеть. Или если вы даже сталкиваетесь с какими-то моментами, которые для вас, ну, как непознанные, или когда вы вынуждены сделать какой-то важный шаг, оставайтесь реалистами. У вас карта мага. Давайте я эту карту дополню. Девятка воздуха. С чем это может быть связано? Здесь может быть как какой-то переходный момент. Действительно переходный момент. Я надеюсь, мои дорогие скорпионы правильно понимают, что смерть– это не про смерть, это трансформация карта. Это трансформация, когда мы окончательно прощаемся с прошлым.
И да, могут быть какие-то и сожаления, могут быть и внутренние сомнения и страхи. То есть действительно неизбежно, как вы подводите какую-то демаркационную линию между прошлым и будущим. Это происходит в июне. И здесь будет важно не застрять в каких-то прежних воспоминаниях. Отдыху внимание именно в июне уделить, потому что конкретно карта четверка мечей. Энергетика такова, что мы приводим мысли в порядок, ну и конкретно карта говорит: отдохни от суеты, куда-то не торопись. Давайте я еще одну карту достану. Принцесса кубков. А тут у вас личная жизнь, любовь. Кстати, это вы можете быть, ну, таких несколько сложных энергиях, а вас тогда поддержит ваш любимый человек. Или вы можете повстречать такого человека. Вообще это добрые энергии, это эмпатия, это хорошее настроение, тем не менее. Это вообще позитивное отношение к самому себе. Но есть еще и такой момент. Всегда принцесса кубков держит кубок, и из нее выглядывает рыбья голова. Рыба – это где-то символ денег, благополучия или прихода денег. Вы можете изучать что-то, как новую стратегию по финансам или для себя разрабатывать как вторичный доход. Тут самые разные могут быть направления, но двигаться вам надо в ту сторону или в том направлении, где вас либо кто-то вдохновляет, либо там, где вам и интересно, там, где вы чувствуете больше как раз позитивного, доброго по отношению к вам. Правда. Туз кубков – любовь, счастье, радость, новое качество жизни. Но, видимо, для того, чтобы ощутить полноту счастья, вам неизбежно придется подвести некоторые итоги в июне и закрыть в прошлое дверь. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.